Твой армфайт с Курдечей. Поговорим про начало, самое начало поединка. Прям заставило попереживать нас всех. Как будто прям очень тяжело начал. Как тебе вообще Девон, его последние, так сказать, бенефисы, выходки? Следишь за ним? Да, так посматриваю. Но я не обращаю внимания на выходки. Если бы Макгрегор был тихий, спокойный, то UFC не был бы таким грандиозным. Гаспарини Цыпленков, Болеть, который конечно, у нас будет 2 июня, кажется. болеть, конечно, буду за Дениса. И я думаю, что будет заруба. Розов против Ларата. Будет? Спрашивают. Ларат или Ливан в апреле? Пока на этот вопрос. Вообще, чудо свершилось. Хочется чудо победы Ларата, да? Да, хочется. Я понял вопрос. Мне кажется, что все-таки Денис сильнее То есть пиковый Денис выиграет пикового Ливана, по-твоему? Да. Так, расскажи про армфайт Прудник-Алижан. Почему такая разгромная победа второго? Мне кажется, в Ларата пытается сыграть, но Да. надо быть Ларатом, чтобы также харизматично выдавать эти перлы. А получается, Поэтому, что просто кринжа конечно, навалил там. не чуть-чуть, но сильно перегнул в том, что перековеркал, во-первых, фамилию и Давида, и Алижана имя. Это так детское, да. Но то, что он гимн, это, конечно, очень лишнее. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Итак, первый вопрос Артему. Твой армфайт с Курдечей. Поговорим про начало, самое начало поединка. Прям заставило попереживать нас всех. Как будто прям очень тяжело начал. Начал поединок. Что скажешь по поводу начала? Что пошло не так? Пошло не так уже в процессе разминки. Понял, что болит локоть. Неприятное ощущение. Не знаю, у кого есть такое. Но у меня бывает, что ты приходишь на тренировку, и у тебя локоток так тянет. Здесь, да, медиальный надмыщелок. Да, там тянет, и тебе нужно, чтобы он чуть хрустнул, и на место все встало, и тогда начинаешь уже боль-моль из-за того, что... Фронтальный, да, Фронтальный сам. Да. А с кем разминался? С тренером разминался, с Евгением Гитало. Знаете, может быть. Да. Такие дела. Поэтому было и тяжело, и не было этой бочины. Если успевал зайти, тогда нормально. Если чуть-чуть центр уходил, все уже оттуда тяжеловато было из-за этих ощущений. В принципе, доволен остался формой и поединком. Я бицепс и кисть не подвели в целом. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня всегда очень важным было то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Не секрет, что в нашем виде спорта идет очень сильная нагрузка на суставы и сухожилия, возникает ноющая боль. И без спортивного питания здесь не обойтись. Предлагаем вам коллаген от немецкого бренда спортивного питания Magic Elements. Коллаген – это один из наиболее распространенных белков в нашем теле. Он содержится во всех соединительных тканях, сухожилиях, связках, костях, коже, стенках кровеносных сосудов и мышцах. Использование коллагена от Magic Elements, особенно в период тренировок, способно надежно защитить ваши кости, суставы и связки. Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements.
Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию. Такие как креатин, протеин, БЦА, витамины и предтренировочные комплексы и многое другое. Заказывайте на маркетплейсах Wildberries и Озон. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Ну, стратегия на поединок была зайти в крюк, да, как я понимаю? Да, да. Чуть-чуть по ходу И пришлось сильное перестроить, движение. чуть по ходу пришлось перестроить, потому что, опять же, атаки самой не было из-за болевых ощущений. То есть Видимо, опасение было такое, да, включиться, ударить со старта. у меня-то опасений никаких не было, но, видимо, сам подсознание блокировало это движение. Мгм. Как мы знаем, Курдеча Алекс намного тяжелее тебя. Он там порядка 165 килограмм, по-моему, весит. Ну, не намного, Сильно? 40 кило. 40 килограмм, не намного, на целого человека. Как ты думаешь, такая масса огромная, вообще в целом масса сильно влияет на поединок? Ну, именно на армрестлинг. Ну, я думаю так, если бы я был под 140, и даже если бы у него было точно так же на 40 килограмм больше, то не такая, ну, по-другому бы поединок сложился при таких же кондициях, например. Просто, ну, конечно, вообще сложнее. Просто сейчас я меньше вешу, чем обычно. Мгм. Ну, то есть ты такой подсушенный. Ну да, в этот раз 125-126 вот так был вес во время А поединка. так обычно стараешься залиться на поединок, ну, чтобы как бы немножко водичкой набухло все, Не, связки. обычно просто я сам побольше в мышечной массе. Мгм. В этот раз качественно более получилось так. Так, тут в чате нам пишут, что нифига себе здоровый какой. Ну, это про меня, Артем, если что. Да, я вижу, я согласен. Да. Так, не показалось ли тебе, что Алексу нужно над выносливостью поработать? Что вот эта, М, ну, масса его избыточная как-то негативно скорее сказалась на... Ну, я бы не сказал, что у него плохая выносливость, потому что я на самом деле после первого раунда тоже хорошо забился так, что не мог встать ближе к руке. Ну, то есть угол Мгм. хорошо поднаелся и предплечье, то есть сгибатель кисти. Подтянуться, да, как Да, закрыть. да, да. Я как бы Ну, то есть это когда бицепс забивается, плечевая, то есть ты как бы далеко от руки от своей. Поэтому я уже вставал, следующие раунды я подтягивался не за счет физики, да, а за счет того, что я просто тело ближе двигал. У меня Мгм. рука, по сути, натяжка была расслабленная. То есть уже То есть, ну, следующий. наоборот, ты сам к руке подошел, то есть Да. нажимая на нее, не Да. тянуть получалось, а нажать. Поэтому я не скажу, что у него с выносливостью проблемы. Я, наоборот, очень удивлен и рад за него, что у него вот так вот он умело начал пользоваться, как это у нас говорится, ребро вставлять. Ну, то есть он хорошо внизу ловил и подставлял плечо. Это что Это, называется кость в кость, да, как бы вот этой да, стороной руки. да, он А- хорошо так а- Да, боролся. Алекс, по-моему, показал вообще абсолютно разные техники борьбы. Он и так, и так, и так, и так пробовал, как мне показалось. Ну да, мы готовили на него вообще Крюк. против верха бороться, да. То есть, Но он и в крюк заходил, то есть в каком-то из раундов, там где-то третий, что ли. да, ну, там больше то, что я позволил. То есть не то, что он зашел, просто я закрутил, а он оказалось, что может и в крюк. Да, я удивился на тот момент, ну, прям Я тоже. такое было внезапно. Будет ли реванш с Цветковым? Ну, это не провокационно, я думаю, что будет когда-нибудь. Так, вы боролись с ним на правую, так? Да. Мгм. Как у тебя сейчас правый себя чувствует? Я знаю, что тогда была другая болезнь, когда там все пошло не так. Ну да, сейчас правая нормально себя чувствует. Ну, мы только начали набирать. Это, в принципе, мы сейчас где-то процентов 80, в принципе, от пиковой формы, которая была. Как Вот вообще тут. с проблемами вот с этими решил вопрос? С желудком там Да, и так далее?
3 месяца лечился, 3 месяца отдыхал. И где-то уже в Так, конце ноября, в начале мгм. ноября готовиться, тренироваться потихоньку. Как тебе подход Девона к тренировкам? Спрашивает Кристина Ланских. Подход Девона к тренировкам, ну, если у него это работает, то оно имеет место быть. Я не пробовал Как, так. как тебе вообще Девон, его последние, так сказать, бенефисы, выходки? Следишь за ним? М, Ну да, так посматриваю. Но я не обращаю внимания на выходки. Если бы Макгрегор был тихий, спокойный, то UFC не был бы таким грандиозным. 100%. Гаспарини Цыпленков, Болеть, который у конечно, нас будет 2 июня, кажется. болеть, конечно, буду за Дениса. И я думаю, что будет заруба сильная. Денис может справиться с его натяжкой, например, или боком. Главное, чтобы все было хорошо и подошел в хорошей форме. Так, вопрос Да, также из чата. Артем, что ты думаешь про Диранова против Квиквинея? И против Виталика тоже. В 2016 году Виталик проиграл на левой и выиграл на правой. мгм. Ну, сейчас, я думаю, например, если Виталий будет с Зирановым бороться на левой, то, конечно, я думаю, что Виталий заберет, потому что у Георгия проблемы есть с левой рукой. Но если будет правой, то там непонятно. То есть я больше отдам предпочтение скорее Дзиранову. Вот. По поводу Дзиранова с Квиквини, понятное дело, на правую руку. Но это Мгм. будет интересно посмотреть. Если крюк на крюк будет, это тоже будет заруба мощная. Ну, у Диранова вообще прям шикарный крюк. Мне очень нравится его поединки смотреть. Вот эти затяжные Да. крюк на крюк. Ты сможешь Диранова в крюк победить? Провокационный вопрос. Да не Стоял с ним? знаю. Ну, стоять стояли, но чтобы соревновательным, за Ну, не соревновательным зарубались на 100%, да, так? да, Что-то то есть вынесели мы для себя. с ним разминались. Он сказал, что очень сильный я. Ну, а там, не знаю, был ли он. Но в тот Может, вечер он естественно, выиграл, просто. по-моему, Калиниченко в тот вечер. Мы тогда еще с ним стояли. Мгм. Или Арифа, э, или Калиниченко. Кого-то он выиграл в тот вечер. Мы разминались вместе просто. Мгм. Он Не, я не сказал, что вспомню. Давно было? в ноябре 22-го, когда я Мгм. боролся с Ревазом. Мгм. Так, Артем планирует подписать контракт с Энгином или пока побудет свободным агентом? Я, ну, Да, пока я планируешь? хочу побыть свободным. Не было никаких предложений на это Мгм. все. Так, Морозов против Ларата. Будет? Спрашивают. Ну, не знаю, тоже не было предложений таких. Но я на правую, например, пока рано. Ну, в принципе. А на левой, ну, сейчас отдохну, восстановится, а там будет видно. А с кем у тебя следующий поединок должен быть? Не с Виталием Лалитиным? Или пока Нет, ничего не мне анонсировали? пока еще ничего не предлагали. То есть, возможно, возможно, Алекс, возможно, Виталик, возможно, много там, может быть, даже Кадаретти. Но я бы хотел с Кадаретти. Но мне не предлагали Эти, да, пока. интересный Мы персонаж. как-то давно об этих поединках как бы размышляли. Вот. Как-то Ну, пока, Кадыретти, по-моему, пропал как-то с радаров, как мне кажется, или я просто не следил. ну, когда он боролся-то крайний раз? Это было вот, когда я с Цветковым как раз боролся, когда Ретти боролся с Эрмесом. Что-то я как-то не помню. Я вроде бы смотрел, но... А какой был результат? Ну, наверное, Эрмес выиграл, да? 3-0, да, там быстро все закончилось. Были ли шансы у Дениса против Ларата 11 ноября? Есть ли шансы у Дениса против Ливана? Два вопроса. Я думаю, что у Дениса э, были шансы против Ларата,
Просто нужно было атаковать, не давать центр. Вот если бы вот в этой проекции он бы был сильнее, можно было по-другому закончить. По будущему поединку Дениса с Гаспарини. Так и я уже давал по этому поводу комментарий. Буду болеть за Дениса. Я думаю, что Но есть все шансы. заруба будет. Заруба будет, да. Заруба будет. Потому что Эрмес тоже Набирает. Я знаю, что Эрмес очень уважительно относится к Денису. Да. Поэтому я думаю, если ему переведут, он не обидится на меня, что я болею за Дениса, потому что я тоже очень уважительно к Денису отношусь. Поэтому я не думаю, что... Мы с Эрмесом просто дружим и общаемся хорошо. Поэтому, я все равно болею за Дениса из уважения. Ну, и я думаю, есть все шансы. Так, вопрос. Тебе было стыдно за то, что говорил Прудник на пресс-конференции? Так, как мы уже сказали выше, Бог миловал присутствовать именно на той конференции, но стыдно, я думаю, было всем. Ну да, это был испанский стыд, или как Господи, там бедный Мэтт Маск сидел, который с Прудником. Да, я это мем. Видел, да, это? Мемы там шикарно делают ребята с этим. Там мемов, конечно, знаю. Да-да? Я сейчас перебью, извините. Я не думаю, что Не хотел как-то обидеть кого-то. Просто он, такой человек, что в такие моменты он начинает заигрываться. Да, ну он, мне кажется, в Лората пытается сыграть, но Да. надо быть Лоратом, чтобы также харизматично выдавать эти перлы. А Поэтому, получается, что просто кринжа конечно, навалил там. не чуть-чуть, но сильно перегнул в том, что перековеркал, во-первых, фамилию Давида и Алижана имя. Ну, это так детское, да. Но то, что он гимн, это, конечно, очень лишнее. Я думаю, что он извинился за это. Да, но я тоже думаю, что Прудник как бы, именно оскорбить не пытался. Он именно пытался им там, что называется, подъебать, перешутить, но... Возможно, он даже не знал, что он исполняет. Просто, возможно, и такое. Так, вопрос из чата. Есть ли шансы у Ливана зацепиться за Лората? То есть Ливану надо зацепиться за Лората, оказывается. Да, Ливану, оказывается, надо зацепиться. Тут все пытаются за Ливана зацепиться, а тут, оказывается, Ливану надо зацепиться. Теперь Ливану придется зацепиться за Лората. Теперь Ливан андердог, да, у нас? Да. Тут надо думать, есть ли шанс у Лората зацепиться за Ливана. Короче, твой ответ, шансы все-таки у Ливана есть. Какие-никакие, но есть. Да, я думаю, что есть шансы у Ливана зацепиться за... Вопрос от автора и режиссера канала Strong Arm Руслана Зинятина. Кто может составить конкуренцию на данный момент Артему Тайнову? Я так понимаю, в рамках его весовой категории. 95-й. Блин. Я даже не знаю. Если он выиграл Сашо, то... Если только Алижан сгонит до 95. Это было бы очень интересно, мне кажется, Алижан Тайнов. Но я, скорее всего, думаю, что для Артема будет лучше, если он наберет и силы, и веса, и тогда поборется в 105 с Алижаном. Тогда, да, будет лучше. Но мы на эту тему, Артем спрашивал меня, интересовался по поводу. Я, естественно, сказал, что там, извини меня, шансов нету против Алижана. Так, интересный вопрос. От супруги автора канала Зинятулиной Елены. Артем, мы с Русланом поздравляем вас с победой и зрелищным поединком. Мы с мужем болели за вас. Я кричала так, что у меня сел голос. Благодарю от души за поддержку. Спасибо большое за поздравления. Извините, что пришлось так. Но причины я уже назвал в начале. Заставил понервничать. Иначе было бы неинтересно, если бы он был не такой валидольный.
Ну да, я думаю, да. Мне самому понравилось. Главное кайфовать. Друзья, не все знают, кто для вас снимает, пишет сценарии и монтирует ролики. Пользуясь случаем, представлюсь. Чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятулин Руслан. Именно я обращаюсь к вам периодически с просьбой помочь мне провести то или иное мероприятие. И благодарен всем тем, кто не игнорирует мои просьбы. В этот раз я вновь обращаюсь ко всем моим дорогим зрителям с просьбой выехать нам с командой на чемпионат России среди инвалидов. На него, если все получится, я планирую еще повезти детей с проблемами со здоровьем. Ну и ваш покорный слуга с супругой тоже попробует завоевать титул главных соревнований года. Помочь нам можно, выслав любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Сердечно благодарю Эрика за озвучку моих роликов. Поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством. Оставайтесь в этом году с нами, ведь вас ждет еще очень много интересного. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик, и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для меня и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятулин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Режиссер и оператор Зинятулин Руслан.